Всем привет! Продолжаем проходить God of War, вторую часть. Значит что? Коней мы оседлали. Здание притянули. Теперь, получается, надо вернуться назад. Посмотреть, в чем там дело. А только вспомнить, куда идти. Здорово, Серега. Так. Явно не сюда, по-моему. Хотя... Проверим. Спасибо. Как настроение боевое? Кроватку-то собрал? Так, кстати, мне не сюда. Или у тебя все впереди? Так, почему-то я же сюда пришел. Я совсем забыл, что надо делать. Ща побегаем, узнаем. Ёкарный бабай. Так, вот тут у нас. Давай-ка мы это дело возьмем. Кровать только разложил по запчастям, офигел от инструкции к маятнику и рекомендаций второго участника при сборке. Ну, это нормальное дело. То, что второго чувака рекомендует. Странно, этот какого. В принципе, ничего странного. Я предупреждал то, что придется помудиться особенно. Ладно, обычные кроватки, но вот кроватки с маятником это вообще труба. Там у них хитро сделанный механизм. Там, по-моему, эксцентрики какие-то стоят. И их надо вот по-хитрому как-то собирать. Мне как-то один раз доводилось такое делать. Просто поэтому. Второй был трезвый, следил за процессом. Да, возможно. Я думаю, тогда лучше третий нужен. Как минимум 3 игрока, чтобы один следит за процессом, двое собирают. Все-таки кровать с маятником. Надо, чтобы до определенной кондиции тоже доходило, а то, мало ли, поделяш не тот. Можно и напортачить. Так, меня тут колбасит вот все. Так, первый отошел. По идее, мне нужно идти назад, там, где у меня этот, как он, загадка-то была. Потому что где надо было мужика на кнопку положить. Куда-то в ту степь надо двигать. Покуха Джексон. О, ай, я его перелупил. Надо хоть с этого-то жизнь выбить. Ах ты гнида. Давай, рожу-то ему под водой вальцуем. А, наверное, получается и в кроватке-то самой. Ты должен вернуться на остров. Твой путь Хорошо. к вещим сестрам только начинается. Я понял. Там, наверное, у самой кроватки-то еще тоже запчастей немало. Помимо забавных вот этих всяких запчастей к эксцентрикам, к вот этому маятнику, там само по себе еще черт ногу сломит. Сейчас, в принципе, знаешь, такую мебель делают. В Советском Союзе как-то к этому более проще относились, все было монолитное, цельное и так далее. Сейчас же такие штуки делают, что которые надо постоянно собирать из маленьких частей. Я так понимаю, кровать еще из ДСП, да? Из стружки. Ну, типа ламинированная. Даже в основном мебель-то такая продается у нас. Но советскую мебель было херу тащить на самом деле. Там
Если ты ее разбираешь, то ломаешь уже точно. Она собрана была на века, особенно каким-нибудь лаком волшебным покрашенным. И весит килограмм, не знаю, 3, блядь, один диван какой-нибудь или шкаф. Зато на годы. Как он долго лежит. За это время можно выпить чашечку чая. Запчастей немного. Кровать из дерева. Ну вот. Но механизмы какие-то космические, как и мелкие детали. С черно-белой инструкцией весит кило под 40 упаковки. Но, слушай, килограмм 40 это еще по-божески на самом деле для кроватки. Она довольно-таки легкая получается. Тем более вот с учетом того, что она из цельного дерева. Цельное дерево должно очень много весить в любом случае. Ну вот насчет космических механизмов я согласен. Космические механизмы будут. Страны нет, а мебель есть. Да, да. Все именно так и произошло. Так, эту штуку надо разбивать, это? Да. Я фотку кинул в группу. Конфуза завтра соберу. Ну да, возможно. Я не знаю, может быть есть резон тебе загуглить, типа, вдруг есть какой-нибудь видос, как собирать именно эту модель кровати, а вдруг... Российское производство. Но я, знаешь, в принципе, у меня, по-моему, вот в комнате мебели, производство каких-нибудь боровичи, мебель, еще что-нибудь, процентов, наверное, 70. А через дома выгонит. Да не выгонит. Я нормально будет. А может быть даже этот, как его, может быть я запамятовал, и у меня вся мебель из рашки. Сейчас, по-моему, иностранная мебель, по-моему, у нас только в Икее, да, продают? Там, соответственно, инструкции тоже волшебные. Вот у нас Икеи магазина нету. Так что нам и выбирать-то не с чего. Мы вот, боровичи, мебель какая-нибудь, томская фабрика. Бешеный Буратино там, для всех дел, короче. Добыть. Куда-то сходить. Что-то вот у меня и наверх там ход есть. И вот в бок как-то можно. Прям мама не горю ходов. Так. Это ладненько. Тем более, насколько я помню, по-моему, маленьким грудным детям на первых порах, как бы, кроватку прям не обязательно на первый месяц, по-моему. Они все равно, как бы, там, от сиськи почти не отлипают и все время спят. Так что, у нас только из Икеи, да, встроенная мебель чужая была с переездом, остальное все местное. Цены, правда, на мебель конские были, а сейчас трындец, будто леса нет. У нас, чтобы чтобы мебель в Икее купить, это надо, по-моему, в Мурманске ехать. И то, по-моему, сейчас из-за санкций все позакрывалось. И уже больше ты ничего не купишь в Икее. Остальное все местное. Цены на мебель, да-да-да. Дело, видишь, тоже еще не в самом, то, что леса нет. Сказали, что ждет. Да нет, кстати, ты зря пужаешься. Иногда все нормально проходит, как бы, и все с опытом познается. Так что, может, тебе и повезет. Спать не придется на полу.
Не то, что леса у нас нету. Дело в том, что еще не забывай же, все хотят за работу денежку получить. Плюс какие-нибудь, знаешь, материалы дорогие там. Сама по себе, знаешь, там, к примеру, берешь диван, да, вот сейчас. Я вот просто сейчас пытаюсь диван купить. Но дело в том, что одна фабрика закрылась, другая фабрика. Просто в каталоге нету половины диванов. И в самом городе никак не взять. Ну там как бы есть какие-то пососные диваны у нас продаются, но я вчера вот полгорода, не полгорода, я весь город обошел. Я не нашел дивана подходящего. За любую цену. Из дорогого может быть оборудование до арены заводских помещений. Не обязательно. Вот то же самое говорю, то, что диван. К примеру, ты диван заказываешь. Вот. Ткань купи. Ткань может быть дорогая. Плюс еще наполнитель, смотря какой. Пенополиуретан, пружины, там всякие ортопедические матрасы, всякая вот эта дичь. По идее, вот я как-то помню даже как кровать двухспальную покупал. Обычную прямую кровать. Кровать сама вот в разборе, просто деревяшек набор. Стоит, по-моему, 1012. И 1018, по-моему, я за матрас отдал. Так что матрас дороже, чем кровать. Дело не то, что у нас леса нет, у нас скорее других материалов нет. Либо больше просят за работу, знаешь, там, пошить какой-нибудь чехол для дивана, эти пружинки там поприваривать, таких дел. Разрешат на кровати поспать. Может быть и разрешат. Надо сначала его с кровати согнать, чтобы потом ему разрешать на ней спать. Ты, Серега, короче, держи оборону, с кровати не слезай. Вот и все. Если что, можно вторую полку сделать себе. Как вариант. Двухъярусная кровать. На диваны цены почти в 3 раза выросли за последние 4 года. Ну это да. Смотрели по цене на наш купленный после свадьбы, мать его дороже покупной когда-то там. Ну да. Диваны, по крайней мере, вот, ну в 2 точно раза выросли. Вчера вот мебельный заходил. Мужик говорит, вот сейчас такие вот ситуация. Я привезти ничего не могу. Потому что доллар скачет, все скачет, цены непонятные. Я, говорит, привезу диван, он будет стоить 100 косарей. А вы через 2-3 месяца хлоп и подорожание они дешевле станут в половину. Ну, прикинь, сколько ты переплатишь. 50 штук, допустим. Поэтому я, говорит, что никому обидно не было, вообще сейчас ничего не ввожу. И рядом с ним диванчик стоит, просто, я не знаю, это кресло, короче. Не знаю, в прихожей раньше такое ставили. 25 тысяч нахрен, раскладное. За что вообще? Такие раньше диваны продавались, по-моему, за 5, за 7. Иногда запрещают спать на диване. Надо отстаивать свою территорию. Где я тряпку свою бросил, ну или не тряпку, носки где свои бросил, там твое место. Так вот, да, сейчас, по-моему, все-таки, наверное, с диваном я подожду, пожалуй, по крайней мере, до конца лета. Потому что, ну, это что-то вообще... Пока все это дело устаканится, что-то как-то вообще не вариант, по-моему. Не могу отстоять. Надо сопротивляться. Кто в доме хозяин? Тресни кулаком, я или таракан? И все. Опа, клинки Афины. О, теперь у нас можно делать смерч хаоса и подобную дичь. Наконец-то. Все, батя в здании. Также домой, Серега, домой пришел, ногой дверь вышиб. Кто будет сегодня спать на диване? Я или тапчики? И все. Тараканы победят. Сейчас главные комары только появились, уже задолбали. А у нас пока нету комаров, я не знаю, где они. Может быть, просто слишком холодно? Сейчас вообще, в принципе, в комнате вот дубак. Отопление только недавно выключили. Даже вода, в принципе, холодная пока еще. Вместо горячей, у нас практически холодная вода идет. Вчера моя из ванны вылезла, просто вся трясется вот так. Я в рот, я, говорит, замерзла.
Замерзла, пока мылась вообще. Дичь какая. Что-то куча всяких механизмов. К концу недели по 30 должно быть, сейчас около 20. У нас на улице, дай бог, если 10 градусов, может 15. Дожди периодически идут еще. Короче, погода отстой. По-моему, уже есть примета такая, типа, когда там черемуха, что ли, течет, черемуха и сирень, по-моему, такие, вроде да. То пока вот эти вот два дерева не отцветут, какой-то из них может быть. Может, какие-то два дерева. Ну, типа, черемуха, сирень. Пока они, типа, не отцветут, то будет холодно. И плохо все. Потом у нас вроде как в городе должна погода нормализоваться. На севере, в городе. Леха побухали, скажем, брату вам. Да, думаешь, он управляет погодой? Мы тогда ждем Илюх, могу сказать. Опа. Шарик дали. Мы получили амулет Мойер. Чтобы замедлить бег времени, удерживайте. Опа, новая механика, кстати. У нас теперь, как в Принц Персия, можно замедлять время. И что? Когда вы подойдете достаточно близко, статуи Мойер тут начнут светиться. Желтый индикатор показывает запас силы амулета. То есть у нас можно время тормозить только рядом со статуями, да? Ну, не совсем Принц Персия, но близко к тому, кстати. Короче, сейчас на севере не лето вообще, а какая-то начальная осень, короче. Дома дубак. У тебя вот, Макс, дома холодно? Я вот в кофте сижу, мне норм как. В твоих руках священный амулет Мойр. Он позволит тебе стремительно перемещаться, а время вокруг замедлит свой ход. Кого включить? Эй! Это как-то это быстро все это дело кончается. И вот пивом без кофты. Ну тебе проще. Так. Надо как-то время остановить. Добегая до этих штук, я так понял. Не совсем понятно, что от меня хотят. А, сейчас вы тоже пивасика. Ну у тебя видишь, Макс, у тебя какой там, по-моему, 4-й этаж? Нет, это не бах на защиту. Это вот надо головоломки решать с помощью замедления времени. У тебя вот, Макс, 4-й этаж, тебе еще, у тебя пол теплый. У меня вот пол холодный. Мне соседи не греются все. У меня там мыши. Мыши меня только греют на первом этаже. Вот вообще он только рядом это может. А здесь забраться никак? Нет. Короче, подожди. Ну-ка, эту пипку можно? Нет, это не придвинуть уже. Одноразовая была акция. Отсюда не работает. Сюда.
Тоже нет. Ну ты. О. И чё? О! Почему он до этого не срабатывал, я вообще не в курсе. Ладно, сделал, ладно. Теперь надо то же самое с кнопочкой, да, сделать? Ну давай, шары свои опускай. Руки точнее. Ключи руки. Ну, статуя есть. Все, ну примерно расстояние понятно, на какое надо будет отходить от них. Все, сейчас меня поднимут. Ну, прикольно, новые механики добавили. Это интересно как минимум. Слушай меня, упадший бог. Никто не в силах противостоять судьбе. Таков порядок вещей. В конце пути тебя ожидает лишь смерть. Смерть была лишь началом моего пути. Знай, тебе не одержать победу. Твоей душе не суждено обрести покой. Ты стал чудовищем. Это боги сделали меня таким! По-моему, это тупость его сделала таким. Мог бы на всякую херню не вестись. Все было бы ништяк. Семья бы, может, целая осталась. Ля, я упал. А ты будешь стримить года последнего после первых? В смысле, God of War 4? Боеем. Что такое боей? А твои в смысле? Кстати, да, я 4 тоже буду проходить. Я пройду все номерные части по порядку. То бишь, 1, 2, 3 и 4 на закусон. Атрей его сына зовут. Он типа Локи. Вроде как. Спойлер. Этот как его? Сегодня прочитал новость, то что God of War Ragnarok перенесли. Бой, это в смысле этот как он? Он его постоянно, он его никогда не звал по имени. А, нет, по-моему, по имени он его звал. Он его постоянно пацан, парень. Короче, как-то вот, ну, неадекватно он его называл, это странно. Че не разбивается? Я не знаю почему. Стенка не бьет. А, подожди. Нет, тоже не бьется. Что делать-то нам? God of War Ragnarok перенесли на неопределенное количество. Что-то там либо до декабря ее перекинули, 23-го аж года, то ли неизвестно вообще насколько. Они, по-моему, сами не знают. А? Надо башку снести, эта голова пробьет у нас стенку эту. Про перенос не слышал. Вот я буквально сегодня днем это прочитал. То что опять, как обычно, у них что-то не получается. Но это очевидно было. Я его вот лично Рагнарёк и не ждал в 22-м году. Так что максимум максимум 23-й. И то конец, мне кажется. О, вот эти чуваки опасны. Кратос, ты не изменишь свою судьбу.
Они сильно лупят из-под земли. Смертный, ты не изменишь свою судьбу. Ты не войдешь. Я вот вообще из ближайшего жду ремейк 4-й резьбы, ремейк первого Dead Space и Callisto Protocol. Ну, Stray, не знаю. Посмотрим насчет Stray. Прям не особо жажду не лобать, но как только она появится там, где она должна появиться, я ее скачаю, запущу, постримить, посмотрим, из этого получится. На выставке Sony мне только Резик 4 ремейк доставил. Я даже посмотрел прохождение старой версии, ибо не играл и не видел. Я, кстати, прошел не так давно. Я до конца прошел 4-ю часть. Она мне, кстати, показалась немножко затянутой. Callisto очень ждем, про кота тупо интересно. Да, вот мне тоже любопытно просто, что же там за кот такой, как его реализуют, насколько это будет прикольно. Может быть, знаешь, выйдет как этот, про призраков, что тут недавно было. Да, я сейчас сдохну. Все, улетел. Прошел недавно тут 4-ю часть резьбы. Ну как недавно? Года 2, наверное, может быть, 2,5 назад. До этого я не смог ее пройти на компе еще, когда она только-только вышла на ПК. Второй плойки у меня не было, естественно. Вот. Она неплохая для своего времени, но, по-моему, немножко затянута. Вот прям длинная. Чуть-чуть бы ее покороче, было бы ништяк. Ты не войдешь в священный храм мой. Ты не изменишь Оля. С этими чуваками надо аккуратней. Они очень больно лупят. Ну, 5-я, 6-я, все плюются на 5-ю, 6-ю. 4-я считается типа самым, чуть ли не это, лучшей игрой в PS2. Ну и вообще в целом лучшей типа игрой по ивенту. Так, давайте-ка и магией, и вот этим вот стеной тоже лупить будем. А то что-то плохо все это дело. У меня все бронированные какие-то. Я вот жду Callisto Protocol, это будет тот же самый Dead Space. Вот, и они как раз обещают нам как этот такого. Прям такой же ремейк, как 2-ю и 3-ю часть. Мне вот тоже очень зашла 2-я часть ремейка. Но 3-я как бы тоже неплохо, можно поиграть. Что делать-то? Ну окей. Space 3 я тоже в коопе прошел весьма шикарно, но я только в этот, как вам. Я только прошел Dead Space в соло, когда она вышла. На компе прошел и как-то, ну вообще нейтрально, я ее не заметил. 1-я, 2-я неплохие части. Но я бы поглядел ремейк 1-й, чё бы нет. Callisto Protocol та же студия делает, которая делала 1-й Dead Space. Ремейком занимаются другие люди, насколько я понял. Вот, Callisto Protocol, как бы там вообще все точно так же. Космический экшен с этим. Хоррор, экшен, все вот это вот. Все то, что нам нравилось в Dead Space.
Так что я думаю, там игроконей подвезут. Короче, это чуть ли не это самая ожидаемая игра года. Каллисто Протокол. И этот как он. Ремейк 4-й резьбы. Как-то ажиотаж насчет ремейка первого Dead Space чуть-чуть подутих. Я вот ее как раз Каллисто Протокол жду. Думаю, будет все ништяк. Ну, главное что? Главное, чтобы была интересная игра, да и без багов. А так-то все. Чё ж нет-то? Возможно, ее перенесут немножко. Главное, чтобы доделанная была, знаешь. А то уже задолбало играть в игры по выходу, которые багованные все. Которые еле работают. Патчи первого дня, там жди 10 тысяч лет. Преддверие судьбы. Окей. Кстати, мобы почти не меняются. Кстати, были как занудными, духнули. Клопы. Так они остались. У кабанчика разорвал. Ах ты утырок. Да. Надо почаще кувыркаться. Тихо. На кабан отойди. Все. Кабаша. Эх, не успел чуть-чуть. Главное в тайминг попасть. 3-4 удара и хорош. Опять кабанчика. Свинку разорвал. Дрянь какая. Кабаны будут бесконечные, да? О, иди-ка сюда. Вот так вот. Ну, по логике вещей. А где второй? О, а я-то думал. Тут, как и в первой части, в определенных участках игры появляются определенные мобы. Так, иди-ка сюда. Опа. А, мне кабан. Мне кабан свалить помешал. Давай, кого зацепить? Эх ты, сука, рваный. Оп, и второго. Вот так вот. Я так понял, то, что он его притягивает за хобот и бьет об колено, да? Кратоса, наверное, такой башки должно колено сломаться. И? Все. Не успел, пожадничал. Я себя не вижу. Вот вообще, по идее, вот то, что недавно было State to Play, как бы там они товарищи неплохо взорвали. Куча игр, ремейки там, вот это вот всех дел. Куча. Короче, анонсов было полно. Особенно финальная вот это вот. Ну, Человек-паук на ПК. Спасибо за бета-тест. Там, наверное, скрылся какой-нибудь Тони Бой просто в этот момент. Жестоко. Я этот, как его, Человека-паука, помню, брал со скидоном на 4-ю плойку. По-моему, за 1700, что ли. Не очень дорого, как бы, но вполне неплохая игрушка. Ага, сюда надо статуи, да, придвинуть. Понял, принял. Я вот думаю, все-таки дождаться, пока ее действительно на комп портанут, порт этот выйдет, и пройти его там. Ай-яй-яй.
Там типа ремастерит. Ну там с этого ремастера, да, они добавили только просто лицо Питера Паркера измененное. Все. Вот тебе весь ремастер. Так в целом игра неплохая, если там хернёвщика не заниматься этими побочками, там по-быстрому сюжет проходишь и все. Так. Рычажок вижу. Давай, лысый. Мы что, его в обход тащить? Чё хотят они? Сделали ступеньку, чтобы что? Чтобы помудиться подальше? Загадочники сраные. Что происходит? Надо ее пнуть, да? Так, я раз-два она куда долетела. Кратос чуть ногу не сломал. Как быть-то? Ступенька мешает. Тут есть лук. Лук уже дали. Дали лук, замедление времени. Дали этот гнев Посейдона. Ну, то, что называлось в первой части гнева Посейдона. Короче, молнии. О, что еще дали? Куртку дали. Шапку дали. Все дадут. Так, я тут был, да? А эта дичь у нас светится после лестницы. Все-таки, я думаю, вторая часть чуть-чуть поинтереснее первой. Не знаю. Более симпатично, что ли. Первая какая-то немного странная была. Хотя и в этой тоже все впереди. Так. Вот эта платформа поднимается только наверх. Зачем? Как, собственно, и нахрена? Ну вот. Я поднимусь вместе с этой платформой. Чтобы что? Я что-то не догоняю пока. Кстати, сегодня записывал летсплей на Gears of War 2. Тоже замечательная игра. Странно, что в России эту серию, в принципе, как-то, не знаю, стороной обошли. Хороший шутан, кооперативный к тому же. Есть, кстати, фильм такой с Джейсоном Мьюзом. Ну, который молчаливый Боб. О, не молчаливый Боб, который Джей. Который Джея в фильмах играл. Нубы называется. Вот они там в Гирзу рубились третьи. Такой, конечно, фильм. Проходняк. 4-я часть весьма неплохая. Должен сборник всех частей выйти скоро. По Gears of War, по-моему, что-то там у Microsoft когда-то будет тоже типа State of Play конференция. Вот, и там должны анонсировать Marcus Phoenix Collection, типа того, как и Halo. Вот, там тоже должны быть выпустить ремастеры. Вот только каких частей, хрен его знает. У нас есть 1, 2, 3 на Xbox 360, больше нигде она не выходила. Judgment. Это приквел к первой трилогии, ну, к первым 3 частям. Вот, и еще есть этот, кстати, там, и есть еще 4 и 5. Вот 4-ю часть, ее из Steam удалили. Она вроде как, она выходила на Xbox One и ПК, но в Steam ее не купить.
Типа все, как-то игра похоронена. Я не знаю, что случилось. Microsoft Store там, короче, даже торренты не работают с ней. Там торрент весит что-то гигов 72, 110 гигабайт. А они не рабочие, там надо это с бубном очень долго плясать. Короче, я сколько пробовал, 4-ю часть на торрент не установить, купить тоже, по-моему, не вариант. Тем более с санкциями, со всех этими делами. Так что, походу, будет здорово, если и 4-ю часть туда же в этот ремастер запихнут. Но, скорее всего, это будет первая трилогия. Может быть, даже Judgment этот приквел добавят. Не знаю. Вообще, я думаю, в этом у Microsoft будет довольно-таки интересная конференция. Они попытаются Sony ответить. О! Надо было просто чуть-чуть подольше ножку подержать. Семёныч. Вот так всегда. Бегаешь вокруг да около, просто какие-то нюансы не замечаешь. Все, и путь открыт. Зачем там баба огнем харкается в закутке, я вообще не понял, что за хрень. Для чего? Где она? Она вот тут, да, где-то, по-моему. Зачем она вообще тут сделана? Для чего? Обман зрения? Я думаю, там фуфло будет, только обещание переноса, плюс все консольные игры на ПК. Это хорошо, а чего нового не ожидать? Ну, я думаю, Xbox есть чем похвастаться на ближайшее будущее. Про Skyrim у нас никаких новостей. Ну, не про Skyrim, а The Elder Scrolls давненько не было. А вдруг? Они же студии-то понакупили, а надо же как-то это стимулировать. Консольки надо продавать, железки всякие, ПКшные. Я думаю, Microsoft еще, может быть, даже не в этом году, но в следующем должны как-то Sony ответить. Но PS5 уже очевидно, по-моему, к покупке зачем? Я до этого-то не особо видел смысл покупки PS5. Сейчас они сливают все эксклюзивы, зачем она вообще нужна? 490. А что тут мелочиться? Давай сразу 5600, я не знаю, какой-нибудь. RTX 560, давай. 560 плюс. Максимальную версию какую-нибудь. Вот у меня 2060, я думаю, подожду еще где-то. Вот реально, поколений парочку. Цена, глядишь? Ой, у меня тут всякие катсценами. Цена, глядишь, какая-нибудь изменится и так далее. Атомный реактор. Ну да, возможно. Ладно, тут сцена без меня прошла, я прогресские кнопки никакие не нажимал. И так сойдет. Благодарение богам свершилось. Я сражался со стражами Аида. Я прошел сквозь муки огонь. Кстати, что там они? Примерно на 40-90. И вот вещи сестры одарили меня. Сколько она будет стоить? Ваши ставки, господа. Руки того, кому я жаждал отомстить всей душой Кратоса. Слугу Ареса. Ты помнишь тот день, спартанец? Я никогда не забуду тот день. Это тот, кто хотел его завалить, что ли? Ну да. Во, да, это он. А нет, подожди. Кто эти люди? Загреть. Призрак Спарты. Я снесу твою голову. Да, подожди.
4090 обещает 50% прирост производительности. Рекомендованная цена 3000 баксов. Видимо, у нас от 6000 бачей 9. Ну, возможно. Возможно. Отдельный блок питания. Да не факт, кстати. Может быть, они что-то будут делать более, знаешь, такое. Ну, прям отдельный блок питания, но это перебор, по-моему. Какие-то костыли, я не знаю. Зачем? Ну, просто отдельный блок для видюхи покупать. А он, может быть, будет встроенный. С этим я соглашусь. Но прям, чтобы отдельный вывод, это тогда, блин, прикинь, сколько надо системников переломать просто, ножницами по металлу перерезать просто, чтобы видюхи такие поставить. Но 9000 баксов это, конечно, перебор. Хотя 500 потребления. Хотя, прикинь, этот, как его, сколько будет у нее графена, просто мощи, сколько она будет выдавать. 100 Вт же рекомендует на 4090 плюс ПК и того блока на 1500 Вт. Ну да, комп запустил и в доме свет потух, вот и все. Просто во всем. И такой генератор. И погнал просто. Сапера лобать на 4090. Ну или тетрис какой-нибудь. По-моему, рано еще до таких видосов, видюх. Еще, наверное, мне кажется, лет 5 как рано. Конечно, технологии на месте не стоят, я в это верю. Просто мы поюзаем еще, достанем эти карточки. Ну, как я его глуханул. Из коня скинул. И коня прирезал. Ну, прям злой. Слушай, эта битва войдет в аналы истории. Опа, он множится. Зомби. Это новенький. Надо, по-моему, от него подальше отойти. Эй! Куда он велся? Я надеюсь, мы еще можем в нашем поколении купить до старости нашей, пенсионного возраста. Может быть, на самом деле пенсия. Кто-то, знаешь, на гроб себе откладывает, там, на похороны. Бабульки откладывают пенсию, а мы будем откладывать на видео. Типа, запустить видеокарту 4090 и подохнуть. Да что ж такое, я все валяюсь и валяюсь. Это магия не работает. Взял мне позвоночник, сломал. Ты совсем дурак. Так, мне вот этот товарищ нужен. Его молнии еще не берут. Все, я подох. Да. Я вот не знаю, что-то как он. Первую фазу сносить. Это так совет. Потом, когда он обещает с зомбарями, его берсерком сносить. Да иди ты в жопу. Вообще ничего не делает, я ему в жопу лошадь ударяю и все. Лайфхак. Ну все, мне его не догнать. Ну ты. Валя, прям под копыта. Он от меня, я за ним.
Походу его не так и не учил вообще ничему. Это надо, чтобы босс на тебя нападал. Только вот фигачить. Логика есть в игре. Какая-нибудь. У нас был какой-то план, мы его придерживаем. Да, походу, рановато, да, Берсерка запустил. Логика в том, что надо всех перемочить. Отомстить, так сказать. За обман, за подставу подлую. Вот вообще. Такое ощущение, как будто я его не бью совсем. Может, дело в зомбарях? Эй, товарищи зомби. Но удары по ним проходят, все нормально. Вот. Короче, пока он зомбарей призывает, он это не того. Кто такой? Нет. Снова ты. Что мужики на поле, вы чё? Что происходит? Так, вот теперь его надо колбасить. О, и отхилочка пошла. Он еще больше стал. Прям нос у Буратино растет. Не попал. А теперь попал, да? Такой дед стоял за пивом, будком бабка на хатку. О, он поменьше стал. Все. Работает. Блядь, все птички у меня пролетели. Вообще какой-то чувак не убиваем. Ну, давай так вот. Буквою мне похую. Ай-яй-яй, его надо было давить. Сейчас его придется опять, да, 10 тысяч лет убивать. Пока у меня кнопка не загорит. О, тихо, стой, иди сюда. Иди сюда. Давай, дави его, лысый. Отобрал молоток. Я вижу, блядь, какой-то я момент. Да. Типа КТМ, надо будет этот, как вам, антидабл пройти. Карта захвата есть, поезд 4 есть. Такой чисто. Триллерок на вечерок. Нет, она. У нас же еще осенью должен выйти, по-моему, этой осенью. А с какой фазы? Этой осенью от этого Dark Pictures антология должна выйти. Как-то там серия мы проходили же. Это Я маньяк, она называется, эта часть. Это такое. Падла. Ну, за него, походу, какать как блоха надо. О, сдулся. Ну, Кратос по-прежнему, кстати, долго кувыркается. Анимация у него прям очень долго дается. Bloodborne пошустрее.
Вот так. Просто для сравнения. Я, блядь, на Луну чуть не улетел. Так, наконец. О, иди сюда. Отбирай молоток у него. О, лысый. Твой выход. Ссаные бляди вечно меняют кнопки. Это бесит. Опять придется его лупить. Сначала так. Но отобрал. Давай. Кружок, кружок. Квадрат. Треугольник. Все, баста карапузики, вы получили молот чужеземца. И молоток дали. Лук дали. Молоток дали. Ну, прям это как он. И все повылезали. Неплохо. Меня еще там меч Афины ждет, по-моему. А че это ему такое желтенькое набирает? О, яйца. Я 1000 лет уже не держал просто геймпад от плойки в руках. Я, во-первых, мне нужно раскладку в башке у вас за секунду перевернуть от Xbox до PS. И вспомни, где там вообще эти кнопки, блядь, располагались. Но третью часть я уже точно буду проходить на плойке. Ну вас нахрен. Ну их нахрен. Потому что, ну это беда вообще. Вот эти вот кутыешечки. Нет, не прям, это эмулятор. Вот в первую и вторую часть я решил на эмуляторе третьей плойки пройти. Но третью часть God of War я пройду уже через карту захвата на 4-й плойке. И God of War 4 я, наверное, тоже на 4-й плойке пройду. А может на компе, не знаю. Насчет 4-й точно не скажу, но третью часть God of War я пройду на PS4. Там уж точно не надо будет раскладочки всякие в голове переворачивать и все такое. Там будет попроще. По крайней мере в этих вот моментах, когда нужно за миллисекунду прожать там комбинацию клавиш. Рюшечки. Кстати, а давай качнемся, да? Еще 2 левела поднять и будет ништяк. Храм Эврелиалы. Тут соус разлили. Так, ну тут отсюда явно шипы вылезают. Так что там стоять-то не вариант. Жиза полная. Надо туда идти. Подожди, давай слева посмотрим, что там есть. Ну, я думаю, PS3 тоже надо будет задействовать, чтобы пройти определенные игрушки. Так что третья плойка тоже пригодится. Эксклюзивы всех дел. Кстати, Uncharted трилогию тоже вроде должны как-то анонсировать. Ее прям тоже вот этим летом ждут с карабоксов. Ждут Gears of War, а с PS3 ждут Uncharted. Всю квадрологию, по-моему, хотят они слить. То есть фактически у плойки 4-й из эксклюзивов останется Bloodborne. Что еще? Until Dawn. Все вроде. Больше ничего не осталось. Ты, воин, помоги мне.
Все, да, мужика утащили. Я его на тушенку пустят, кабанчики. Отомстят за поросят. Ниф-ниф и наф-наф утащили его. Мы нашли ключ. Ага, мне назад. Это, по-моему, новые мобы какие-то. А я тоже крутиться умею. Кстати, хорошо, что я ящик не заюзал. Он мне пригодится, походу. Bloodborne я вот как-то начал, и потом я пересел на этот, как он, на Elden Ring, и было уже не до Bloodborne. Скоро мне хватало. Сколько у меня в Elden Ring? 180 часов. В конечном итоге. Bloodborne хорошая игрушка, да. Если прям это уже очевидно, то что порта на ПК не будет, я ее пройду. По крайней мере, попытаюсь это сделать. Она все. Я, кстати, ее в последний момент перед санкциями успел купить этот Bloodborne. Еще и по скидону урвал. Правда, не с этим, как его. Правда, не с дополнением Old Hunter, по-моему, как-то так он называется. Они похожи, да. В принципе, вот эти вот Bloodborne, Dark Souls, Elden Ring, все оттуда. Они просто взяли и сделали ассорти, винегрет. Винегрет из Dark Souls. Ну и Bloodborne. Единственное, что вот они Sekiro, по-моему, вообще никак не зацепили. Ни механиками, ничем. Ну, Bloodborne крутая. Там единственное, что там же изменили механику. Не то, что в Dark Souls. В щита уже точно не поиграешь. Там чисто на увороты. Автор один, но Бладик как-то особняком и поуютнее для меня. Он немножко иной. Типа того. Там полностью же убрали щиты. Полностью убрали разнообразие оружия. Но по сути, Bloodborne 3 вышел позже, чем... Ой, Bloodborne вышел раньше, чем Dark Souls 3. Так, вы... Хорошо, ключ я использовал. И так его просто оторвали на создание Bloodborne. И потом он вернулся в Dark Souls опять свои. Но если таким огромным тиражом продался Elden Ring, то ждем вторую часть, ждем DLC, по крайней мере. Ну, вторая часть когда-нибудь да будет. Историю уж они придумают. Это вообще он... Там такие истории, то что... Поймешь вообще, что происходит в этих историях. О! Ля какой. А я так тоже могу, да, покататься? Это вот Bloodborne 2 можно не ждать, по-моему. А Elden Ring запросто. Чтобы снять наездника, нажмите круг. Вот оно что. Сейчас мы покрутим, подожди. О, иди сюда. Зажабра его. Все. Прямо и этого отмудохаем. Владик вышел раньше Соуса 3-го, да. В атаках Уязаки вроде не принимал непосредственное участие только во второй части. Да. А вторая часть только его не коснулась, его там не было. Он кому-то отдал разработку, поэтому она считается не каноном. По ряде причин.
Идите нахуй. Ну сейчас закошмарит же. Получили глаз циклоп 1 из 20. Собрав достаточно таких глаз, вы получите новое сокровище. Я буду ждать непременно. Bloodborne, Dark Souls на плохих 3 частях. Прям чувствуется рука автора. Всегда там странные сюжеты, одна и та же боевка. По крайней мере, в первых 3. Даже предметы похожи. Бля, я себя не видел. Да, надо мелочь как-то раскидать. О. Давай, Люк. Да, тянем, потянем. Вот этого, иди сюда. Добивай. Еще раз. И прям вставать нельзя давать. Все, теперь аккуратно ловим. Нет, так дело не пойдет. Оп, оп. 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 Баста. Я прям в ярости ему выдрал глаз. А еще второй Dark Souls по всему наполнению в теории должен быть стал Demon Souls 2, как я слышал от фанатов и найденных материалов. Ну да, там что-то такое от Demon Souls есть. По-моему, там вот с инвентарем, с этими вот всякими скляночками, с изменением шкалы здоровья, вот что-то такое там от Demon Souls есть. Но вот первые 3 части, 3 части Dark Souls, это прям вот, ну, сюжетной единой трилогии это не назвать как бы, но тем не менее они между собой похожи. Оружиями, щитами, там вот эти фляжки там и всех дел. В Bloodborne он решил просто вот, ну, короче говоря, экспериментально сделать уклонение, убрать вообще, отойти от щитов. Что он там еще напридумывал? На хидетаку. Я не знаю, зачем я эту штуку кручу. Он, скорее всего, вот эти вот механики в Bloodborne сделал для того, чтобы выйти на Секиро. То есть Секиро было в задумке. И он такой, ну-ка давай-ка, ну вот механики вот эти вот попробуем, но сделаем, короче говоря, Dark Souls с новыми механиками. По идее, 1-я, 3-я часть Dark Souls, они кишкообразные. 1-я, вот мне очень нравится построение локаций. Когда ты можешь просто из одной части выйти в другую и оказаться вообще в 3-й. 3-я часть таким не похвастается, но тем не менее, она кишкообразная. Bloodborne, он что-то между, он скорее ближе к 1-й. Там тоже вот эти шорткаты, всякие вот эти вот штучки. Но то же самое Sekiro, вот она как-то, по-моему, ближе к Bloodborne. По скорости, динамике и все такое. Видел прохождение всего, но сам так пробовал Souls 3, не мое. Владик вот хорош стилистически покупал, погонял и кинул. Sekiro попробовал, тоже кинул. Лучше призрак Цусимы. Жду на ПК. Ну, Цусима это более такое, знаешь, казуальное. Игра неплохая, но занимаешься одним и тем же. Я вот ждал, пока этот Цусима закончится. Серьезно. Однообразная Цусима. Сюжет, ну, нет. Ничего такого там, чего ты не видел
нету. Огромная карта. Там локации красиво сделаны. Вот это точно Цусима. Чем она прикольна, Цусима? С красивыми локациями. Я же ее проходил, кстати, на канале. Одна из первых на канале пройденных игр. Под конец я сначала чистил карту, потом я уже понял, то, что это, блин, прохождение займет очень много времени, потому что зачищаешь вот эти вот посты, как бы, одинаковые, с монголами. И такой, бля, сначала вроде неплохо, но потом, когда ты уже все открыл, ты такой, камон, ну сколько можно? А давайте нет, потом. Ты просто устаешь от этого вот одного и того же действия. Хочется поскорее закончить. Вот, и потом уже ты начинаешь не чистить. Ну, когда уже открыл всякие удары там, вот это волшебство. Когда ты это все дело открыл, уже идешь чисто по сюжету. Сюжет, в принципе, ну, там что-то часов, по-моему, 30-40, как-то так. Все как вот в фильме. Цусима же сделан по каким-то классическим фильмам японским. Про самураев, там вот, когда они, знаешь, черно-белые там выходили. В самой Цусиме же это даже можно в игре выставить эффект старого фильма. Когда вот черно-белая пленка была. Смотрится прикольно, но игра красочная, сделана как бы, что, не зря. Я поэтому включил этот режим, такой, вау, забавно, но давайте по-нормальному поиграем. Я вот попробовал этот Секиро. Я не играл тогда вообще ни в какие соул-лайки. У меня ничего не получилось. По-моему, самым казуальным считается, кстати, Bloodborne. Ну, типа, для более широкой аудитории. А сколько эти уроды носят вообще? Да отвали ты от меня. Ты сдохнешь, нет? Причем один вот этот моб может тебя забить половиной твоего здоровья. Вообще запросто. Кстати, может быть, когда-нибудь решусь, надо будет пройти этот, как его, Silent Hill Downpour, точно не знаю, как произносится. Вот. Он же у нас только выходил на этом, на консолях Xbox 360 и PS3. Чтобы прыгнуть в нужный момент. Ну да. Зачем меня раскручивать? Вот зачем? Он что, не может просто взять и подпрыгнуть? Это делал раньше. Решили мне просто жизнь усложнить. Для старпера можно погонять, а там как пойдет прохождение, тоже видел, охота катаной помахать. Ну, говорю, Цусима, она как бы интересна, наверное, первые часов 20. Полюбоваться там красотами, добротно сделанной игрой, поизучать механики, вот эти вот стойки, там, с какой начинать монголов этих мочить. Но после 20-го, наверное, он поставит. Уже такой, камон, ребят, давайте сюжет. Кстати, она довольно-таки простенькая сама по себе игра. Ай, не туда прыгнул. Так, вот там еще лестница. Far Cry 6. Вот запустил, минут 15 побегал, блин, удалил, рад, что не покупал. Ну да, это... Я уже не знаю, каким надо быть фанатом, чтобы вообще, в принципе, игры от Ubisoft запускать.
То, что они делают последние, я не знаю, лет, наверное, 5, а то и больше. Я не знаю. Все одинаковое, во-первых. Все какое-то донатно-мусорное однообразие, просто вообще без этого. Ну, без этого. Без искринки какой-то, что ли. Ётить. Так, где там у нас этот Зевс, эти хреновины? Не то. Ладно. Я уже забыл, где у меня лук находится. Где у меня лук? Не то. Лук давай. Эй. Вот это лук? Да, вот. Странно его обозначили, ну ладно. Все, эти ящики взорваны. Хотя подожди. Вообще же не факт. Я тут поинтересовался, сколько у нас вообще, в принципе, эксклюзивов имел Xbox 360 и PS3. Плойка третья больше. По идее, чем может у нас Xbox похвастаться? Серией Halo. И этим, как его, Fable, Gears of War. Все, больше ни хрена нету. По большому счету. Плойки в этом плане гораздо больше таких дел. Ну там, знаешь, Heavy Rain там всякие. Просто вот хотя бы Uncharted. Ну, куча всего. Спокуха Джексон. Так, а на третьего у меня манны-то и не хватит. Что делать? Они обратно все повылезали. Серьезно? Что происходит? Они падать будут или что? Так мне не забраться. О! Я так понял, они еще должны центральную колонну разрушить. Тихо, сейчас долбанет. Нет. Так, там где-то R1 горит. Давай, валим, навали ты. Боя пока свои комбо накрутит. Че, R1, ломаем. Ломай повар. Вали его на бок, ломаем лучле. Ну что, я нажимаю. А, лысый, давай, лысый, ты сможешь. Кукуха его раскачал его, дудку. Он попаду. Они сейчас будут все по очереди, да, наверное? Швырять меня бомбы свои. Нормально жизни пока. Нормально. Нормально хватает. Причем, мне кажется, Ubisoft уже вряд ли отдумывается. Типа, камон, чуваки, что мы делаем в последнее время? Мы потеряем аудиторию. По-моему, их все устраивает. С Blizzard'ами такая же история. Сейчас он этот запрещенный Diablo Immortal. Чтобы нормально в игру поиграть, там что-то около 100 тысяч долларов надо задонатить. Иначе до свидос. Ты никогда не прокачаешься. Ну, либо лет через 5, наверное. -то. Игра как бы бесконечная. Они планируют ее там что-то около 15 лет почти не поддерживать. По максимальному, короче, решили в нее. Донатная помойка будет. Просто какой смысл играть, когда ты, чтобы нормально пройти игру, тебе надо взять и задонатить деньги. Это нечестно.
Immortal мобильная дрочильня. Уже заценена и брошена заочно. Пока и про 5 переплевался. А вот Серега вот 6-го уже плевался. Я знаю, я могу сказать, что мне 4-й вот особо не зашел. Проще в 3-й побегать еще раз. С натягой. 3-й был неплох. Но 4-й вот я включил как-то. То же самое. Да, у тебя другие пейзажи. Ну и что? Механики другие. По-моему, нет, не другие там механики. Но вроде как в 4-м Far Cry, а нет, тоже можно было животных на базу на это созывать. Вот опять та же самая херня. Здоровенная дверь, ну, решетка. И просто посередине решетки огромная дыра. Он 3 Кратоса пролезет. И если постараться тянуть пузики греческие, там 4 Кратоса поместятся. Ты чё, вот идиот, ты почему пролезть не можешь? Чё за хрень? 3-ю не прошел. А очень зря, кстати. 3-я, по-моему, она считается самой топовой. 4-я про этого, как там его, Хиндеймин как-то. Короче, там Борис Моисеев главный злодей. Потом считается уже такое себе. Там еще Far Cry Primal выходила, где они просто взяли другую, ту же самую карту и не парились просто. Там копья какие-то, луки. Короче, ты там за аборигена лобаешь. Но это вообще, по-моему, фиаско было. Я прошел 5-й Far Cry. Сам не ожидал, но импонирует кантри стиль. На раз нормуль. 3-я часть, конечно, лучше из-за антагониста. 2-я осталась в воспоминаниях по технологиям. 1-ю пропустил, 4-я такое. Я играл, кстати, в 4-ю. Тут я играл в 1-ю, она неплохая. По крайней мере, на тот момент она была вообще здоровская. Кстати, по-моему, что-то я слышал про ремастер 1-й части. Возможно, Far Cry 1 как-то возьмут и сделают из нее ремастер. Причем невзначай вообще. Ты сначала лобаешь, как бы, ну, такой шутан. Добротно сделанный, кстати, на тот момент. 1-й Far Cry того, как он там, 2001, по-моему, год или 2000. Может, 2003, максимум 2003. Играешь в шутер. Ничто, как говорится, не предвещало беды. И потом вжух, и у тебя начинают какие-то монстры на тебя нападать. То есть середина игры. Ты сначала играешь в шутан, а потом... Так. А потом ты уже играешь в какой-то хоррор, я не знаю. Вот, кстати, 1-ю часть я до конца так и не прошел. То ли сложно было, то ли что-то такое. То ли она у меня слетела с компа. Я забил, не стал проходить. Не знаю, это так давно было. 2-ю я вообще не видел. Чисто на картинках. 3-ю прошел полностью. На работе нечего было делать. Я ее на ноуте прошел. Я там как раз на дамбе дежурил. Было забавно. 5-я в соло проходил совсем не мое. Это наркомания. Only you. Я так понимаю, 1-й Far Cry это идеи и технологии, которые перекочевали из нее в Crysis. Что там такое? Далее понесли другие Far Cry. Ну да, Срутик, Crytek. Crytek же 1-ю часть сделала. Ну она же Срутик. Блин, я думаю, что здесь кто-то должен проплывать, и кусок этого мужика надо положить на кнопку. Что за дела? Так, давай кусок мужика закинем вот туда. Нет, это не работает. Вот. Потом Crytek, да, уже спустя сколько времени они уже конкретно занялись Crysis. Долго и упорно они его пилили, он аж вышел только спустя, наверное, десяток лет. 1-я часть Crysis.
Вот, а потом этот какой, юбики выкупили, скорее всего, вот эту идею, и вот пошли у них там вторая часть, третья часть. Ну, третья часть уже точно юбисофтовская выходила. Стой, может быть, можно время замедлить? Нет? Что-то я пока не понимаю. Сложности пятый Far Cry не подвезли. Было сложно только вступление, а после него быстро покупается топ пушки, становится скучно. Я не знаю, в третьей части там, по-моему, самостоятельно надо было как-то пушки делать. Но она тоже, как бы, третья часть несложная. Вообще, по Far Cry, по-моему, они все были несложные. Они, типа, все более-менее казуальные. Ну, потому что на общак делается. Первый Crysis. А я вот, кстати, наоборот, первый Crysis не играл, но прошел второй и прошел третий. Третий дошел, я помню, до финального босса, и он что-то заглючил у меня, я не помню. Он просто у меня не убивался. Я все патроны истратил, все, что было на арене, все, что у меня было с собой за пазухой. Просто нечем стрелять, все. И он почему-то не дох. Я, наверное, может быть, куда-то не туда его стрелял, я не знаю. Ну, вообще, этот Far Cry, Crysis у нас особо не отличался этим сюжетом. Ну, лупишь этих как, пришельцев, да и все. Что за дела? У меня один труп, а кнопки две. Через решетку он его не перекидывает. Но Crysis 2 мне понравился. Третий уже такой. Там стелса, кстати, больше. Я думаю, сейчас мне третий Crysis больше зайдет, чем второй. Они в целом прикольные. Интересные механики. Типа там где-то защиту больше использовать, где-то там больше, чтобы там по-тихому пробраться, жопу кому-нибудь надрать. Но Crysis лучше, конечно, на компе лобать. Я думаю, я его буду на консоли проходить. Хотя, не знаю, посмотрим. Что делать вообще? Что за беда? Вот что за беда? Труп один. Этот рычаг не дергается. Весь пики точеный. Логично, чтобы здесь какой-то труп проплывал. Но тут никого. Ногу он это не берет. Всегда действие у нас на R1. Он не подхватывает ничего. По логике вещей нужно что-то схватить здесь, проплывающее, и отнести на эту кнопку. Все, Барсик, дверь открыта. Я не врубаю за дела. Через эти вот пики он труп не перекидывает. И здесь тоже ничего лишнего особо не плывет. Максимум какая-то вот нога тут проплывала. Где? Вот. Это самый большой кусок. И все. Я не знаю, что делать с этой бедой. Мужика назад оттащить. Ну вот вообще, он с ним никак не подпрыгивает, ничего. Он его рядом с этими штуками бросает и все. Вон там еще какие-то.
Камера мне особо тоже вот ничего не показывает. Может быть, кого-то можно даже было бы сбить. С потолка, может быть, кто-то висит на потолке, но нет. Не добраться никуда. Может быть, вначале надо было эту вот решетку дергать. Но я не думаю, что разрабы прям такое западло устроят. Типа загружайся откуда хочешь. Не наша проблема. Вот эта штука с замедлением времени тоже не пашет. Может, молотком куда трясти? Нет. Молоток тут ни при чем. Я понял, что дверь открывается. Бля, ну если бы вот не вот эта решетка, можно было бы что придумать. Закрыли в круглой комнате. 2 прохода. Рычаг не пашет. Мужик лежит. 2 кнопки и решетка. Что бред какой-то вообще. Если бы мужика можно было бы за эти пики точеные перекинуть, я бы понял. Ну, типа, у тебя есть какая-то там какое-то время. С этой кнопки, допустим, прыгнуть туда, вперед. Вот так. Но мужика не перекинуть. Ну, вообще вот никак. Вот ни разу он его кидает рядом и все. И залезть он никуда не может. Какая-то пижня вообще. По идее, надо что-то там ловить. Там, если не плывет ничего. Стой. А может ли он этого мужика на расстояние швырять? Нет. Он может только поднять и опустить. Замечательно.
Я бы понял то, что эти решетки бы вообще хоть когда-то опускались. Ну, они как в может, глюк какой, я не знаю. Я не помню, где у меня последнее сохранение. Я не знаю. Просто такой здоровый участок переигрывать. Надеюсь, это не глюк. Ну, как бы, это был глюк. Кстати, тут недалеко. Относительно. Расклад тоже. Тут одна половина. А другая. Вот этот рычаг у нас открывает правую решетку. Всё. Тут у нас просто два пацака. Окей. Проблема та же. Другана этого я вообще кидать на расстояние не могу. Может, эти шипы как-то можно разбить? Это вообще вряд ли. Я не знаю уже. Правда, стенки начинаем лупить. Дожили мне. Здорово, Рисак. Да. Бледный, горбатый. Убил дедушку лопатой. Вот если бы он голову бы мне не делал, было бы вообще замечательно. Я не понимаю этой загадки. Что за хрень от меня требует просто. Есть две кнопки. Тупые. Пики точеные. Я мужик. Та-дам!
Жду от тебя прохождения Evil Within, желательно обе части, топ игруха в твоем стиле. Я прошел как-то... А нет, я до середины первую часть прошел, но я не знаю, что-то как-то она мне не особо зашла. Она неплохая. Первая часть, кстати, лучше, чем вторая. Не знаю, может когда-нибудь решусь пройти. Там же есть еще Акуму, кстати, сложность. И тебя с одного выстрела убивают. Там вообще труба. Я не знаю, это для мазохистов просто. Может когда-нибудь решусь все-таки Evil пройти. Когда я ее первый раз начал проходить, она мне что-то вообще такая длинная показалась. Вот просто, оказывается, я даже до середины, то только до середины дошел, уже труба была. Ну, как бы, не то, что труба, она просто подзаебала немножко. Точнее, со второй я прошел только вторую, вторая круче и качественнее. Первая на любителя. Да, как раз, кстати, первая ближе к топу. Ну, вот, в смысле, к канону, типа того. Они же этой игрой хотели показать то, что мы жанр хорроров возродили. Вот вам монстры, вот вам нехватка патронов. Вот что делать? Почему первое фуфло не доделано? По-моему, добротно оно сделано. Может быть, немного кривовато из-за управления, возможно. Но я вот не сказал бы, чтобы... Да и все, кстати, ну, не первый раз встречаю мнение, что первая часть лучше. Типа в такой игре не нужен был открытый мир, вот такого, знаешь, часто мнение людей. Ты тоже, да, помню? На этом месте застрял. Я вот тоже не знаю, что делать. Второй попробуй. Первый загадочный, на качество второй вот прям айс. Ну, не знаю. Я думаю, если я соберусь Evil Within проходить, то начну с первой. Ну, типа, все-таки добить ее до конца. Да, это второй God of War. Две кнопки. Пики точеные и мужик. Даже сбить нечего. О, подожди, он куда-то туда стреляет. Нет. Что там такое? Опа, опа, опа. Я выстрелил куда-то. Допустим. Кстати, это все равно дело не меняет. Ну, сейчас посмотрим. Если он виснет на этом рычаге, значит можно с ним что-то сделать. Все, он уже не виснет на этом рычаге. Ну. Сейчас пожизненно будет сюда цепляться, да, походу? И все, да, рычагов нету. Все. Не по потолку. Подожди. Вообще ничего не работает. Он просто повисает на нем и все. Чего тебе надо, урод? Вот вообще никак. За 20 минут я нашел подъем к этим сундукам, но ебать. Должно водой данную локацию должно залить. Какие-то решетки.
Может быть, это система дренажа, но не факт. Подожди-ка. А он что получается? Это труп по кругу плывет? То есть, если ты его здесь кидаешь, то он там где-то выплывает? Ну, давай попробуем. Я не думал, что вода по кругу огибает помещение. Да, вот мужик приплыл. Ну, вы, блядь, даете. Кто бы мог подумать серьезно, то что вот эта штука, она круглая. Я думал, ну, вода как бы, то есть круглое помещение. Да, всесильный интернет. Спасибо World Wide Web, нахрен. Я думал, то, что круглое помещение и потоки как бы идут один в одну, другой в другую, как бы, и все. Да. Спасибо за подсказку, что сказать. Ну, бывает тут такие затыки, по крайней мере, у меня. Вроде вещи-то очевидные, а что делать, хрен его знает. Спасибо, Google. Да, Google наше все нынче. Отключай чат и пить до посинения сам. Нет, кстати, уже, наверное, сейчас уже просто не модно. И бац. А, вот так быстрее, да? А здесь эти товарищи у нас не бесконечные. Давай, потянем. А как вот раньше, допустим, да, мы игры проходили там на Денди, ну, там не было таких сложных загарок. Без всяких там ходов, подсказок. Самое, наверное, жуткое, это было этот, как вот, Петьку Василия Ивановича какого-нибудь пройти. Без подсказочек. А там точно двинутые квесты на всю башку были. Да, не долечу. Ладно. Поклонение недавно был. Теперь буду вставать вторую плойку и проходить этот момент. Если есть, лучше доставать третью плойку. Все-таки графон получше. Персонаж Кратоса был еще то ли в Mortal Kombat, то ли в Soul Calibur. Прикольный был там, где есть. На PS3 в девятой Мартуке был Кратос. И он был, короче говоря, эксклюзивным. То есть только на третьей плойке был Кратос. А у Xbox, по-моему, был эксклюзивный персонаж Фредди Крюгер. Если я не ошибаюсь. Хочу вторую плойку, чтобы заиметь Front Mission 3.4.5 про пошаговой игре с роботами. Так а что тебе мешает взять эмулятор поставить? И будет тебе Front Mission. Да, они мне не дают ничего сделать. Третья нет, только вторая. Ну, жалко. А эмулятор третьей плойки у тебя не пойдет? Я вот сейчас в данный момент на эмуляторе PS3 играю.
вполне игра себя адекватно чувствует. Это HD ремастер. Ну как, HD Collection, типа того. Девятая мартуха самая топовая, я считаю. Десятая, она уже была не очень. Но как бы все равно еще более-менее к ней можно было придрочиться, поиграть там всех дел. Но самая топовая, я считаю, девятая. Она просто в динамике пору даже, по-моему, Сеги местами давала. Я купил вторую, третью, четвертую плойка есть. Обещали же на пятую плойку старые игры с первой и второй. А они же там сейчас обещают этот, как его, типа плойковский Xbox Game Pass. Так. Да ебали. Вот серьезно. Вот, и они, короче, хотят забахнуть ремейки или что-то такое. Нет, по-моему, не ремейки, просто обратная совместимость первой, второй, третьей плойки. Но я не знаю насчет каких игр, но тем не менее она будет совместимой, должна быть по какой-то лютой подписке на плойке. Бля, я не долечу, да? Твою мать. У меня вот есть вторая плойка, знаешь, что я тебе могу сказать? Она очень мыльная консоль. Для второй плойки нужен пузатый телевизор. Да, она еще будет более-менее смотреться. Потому что ты начинаешь прыгать с бубном. Если ты хочешь поиграть во вторую плойку, тебе нужен скарт, колокольчик и вот это вот всякое дерьмо, куча переходников. Так что, плюс еще надо диски болванить. Потому что, ну, ее можно там как-то прошить, что-то закачать, но, по-моему, нет. По-моему, именно нужны болванки. Вот я болванил диски, у меня есть там стопочка такая небольшая болванок. Там их писать надо еще с определенной скоростью. Ну, тоже, в принципе, танцы с бубном. Вторая плойка это уже такое. По-моему, проще сейчас ее на эмуляторе запустить. И там какие нужно игры с сохранениями пройти. Кстати, у него богатейшая библиотека у второй плойки. 9-я часть в стиле Сеги просто огонь. Кстати, я сравнивал, просто вот включил на телефоне видос 9-й мартухи и 11-ю пацаны сидели играли на телеке. Просто в разы, она такая медленная, я не знаю. Учился в школе, все откладывали на третью плойку, все мечтал о ней, сейчас думаю ПК за 200 косарей брать. Ну да, сейчас консоль дело такое. ПК удобней, ПК выгоднее. У тебя покупаешь ПК, у тебя тут же море консолей с ремастерами. Ну, не с ремастерами, по крайней мере, у тебя есть стимуляторы. Просто, не знаю, второй, первой, там, третьей плойки. Nintendo Wii, Nintendo Wii U, эмулятор Nintendo Switch. Просто качай, выставляй управление как нравится и наслаждайся процессом. Комп-то можно хоть за миллион купить, главное, чтобы финансы позволяли и он нормально тебе пригодился. Теперь я думаю, носки ребенку купить и себе трусы. Ну да, сейчас уже у тебя немножко по-другому должны мозг работать по поводу финансов. Хотя детские вещи вообще, они, по-моему, дороже сейчас стоят, чем взрослые. Смысла нет. Возможно, буду копить на КамАЗ. Ну да. Фуру надо брать, короче, свою. Сажать в нее дальнобойщика, загружать в нее. 20-30 комплектов, ни хрена себе. Не, у меня, по-моему, комплектов носков что-то где-то, но я много не храню. А то они потом вываливаются. Коробка, ящик не закрывается. Фуру трусов можно, да, трусами и носками барыжить, короче. Купить себе фуру, как КамАЗ какой-нибудь, накопить. Сколько он там сейчас? Лямов 150, наверное, блядь, стоит. Вот, да, бизнес-план, короче. Берешь, покупаешь себе КамАЗ, фуру. Вот. Сажаешь водилу, дальнобойщика, 2. Желательно таких. Молодых, чтобы, главное, не бухали.
Вот. Загружаешь все это дело носками, трусами, ходовой товар. И все. И ништяк. Платишь водила, КамАЗ твой, считай. Все это дело продается. По красной цене, возможно. Да, главное, чтобы носки были качественные. И трусики не натирали. И чтобы они трусики не короткие были, а то там этот какой, когда садишься, может весь капитан с командой вывалится. Ну, слышали, да, наверное, этот прикол? Типа, то капитан торчит, то вся команда, если присесть, то все вместе висят. По факту, 3 года назад жена мне подарила коробку носков 50 штук. Я только половину сносил. Делов всего 3000 в Wildberries. Ну да, в основном сейчас, по-моему, самая такая оптимальная штука взять просто набор носков себе, ну не знаю, 100 штук, и до пенсии можно, если не ходить никуда, кстати, вообще вот. У меня на работе носки горят, у меня эти, как его, керзовые сапоги, короче, носки могут за смену вылететь нахрен просто. Дырка будет на пятке. Стираешь ноги вообще в лед. Потому что эти колодки, блядь, я не знаю, для кого вообще делаются. Покладки рвутся там и все такое. Носки снашиваются вообще быстро. Ноги тоже устают, они сами по себе еще не очень-то легкие. Вот, но тем не менее, зато ноги типа не мокрые. Другой обуви не разрешают носить, только то, что выдал комбинат. Вот. И запросто можно за смену пару носков, а то и даже двое запросто. Особенно если они сырые, с дыркой, еще и нога натерта, вообще труба. Будет весело. Иногда приходится, ноги просто в тазике горячей воде отмачивать. Такой кайф вообще. И спать сразу в люлю. Само то. Портянки перед казачами наматывают. У нас некоторые ребята мотают, но не знаю. Я думал тоже. Комбинат выдает полное обмундирование. Он выдает нам теплые штаны, теплые куртки, теплую шапку, каску, очки, наушники, нательное белье, комплект, то есть кофта с подштаниками и костюм рабочий, то есть куртка и штаны. Перчатки выдают раз в месяц. Ботинки тебе дают зимние и ботинки летние. Казачи, резинки ты там выбираешь. Короткие, не короткие. Вы еще жалуетесь, ходите в этом 24/7. Нельзя вытаскивать с комбината вещи. Носить. Странная, кстати, фигня. Ты, главное, можешь вытащить форму, постирать, но ее типа надо принести. О, вплоть до бронежилета. Нахрена, сколько сейчас броник, кстати, стоит? Вся форма, кстати, вот ты, прежде чем получить новую, ты обязан ходить каждый там, в определенные сроки. Ты должен ходить, форму получать, когда ее срок подходит. Ты старую сдаешь, а новую берешь, как бы. Иначе тебе новую не выдадут. И если ты не сдаешь старую форму, на тебя штраф. Вот весь вот этот костюм со штанами там и с ботинками, не считая зимней куртки, по-моему, 70 косарей они оценили. Штраф, если тебе будет. Если ты вот весь костюм не сдаешь, 70 штук, нахуй. Вот так. За курточку со штанишками, по сути. Ну и ботинки, допустим. А бывает же такое, то, что кто-нибудь крысит. Крысят куртки. Крысят даже ботинки. Летник 9 косарей, полный комплект СИПС, 1730К. Слушай, я думал дороже, кстати. Я как-то не это... У нас вообще оружейный был, кстати, в магазин однажды в городе. Броник открытой защиты яиц под 80, говорит Google. Стоит под 80, да, а так 20 лайтовый. Но защита яиц, видимо, не нужна. И за 20 сойдет. У нас в городе однажды работал оружейный магазин, там пневматики всякие продавали, там охотничьи ружья и все такое. Магазин поработал, наверное, год, может 1,5. Особо туда, знаешь, люди заходили поглазеть, охотники там и так далее. У нас рыбаков, по-моему, больше, чем охотников. Вот. И, короче говоря, этот магазин долго не просуществовал. Закрыли его, просто дорого, видимо, держать.
Единственный нюанс, за плиты ты отдельно сумму отдаешь. Я так понял, типа хочешь лучше защиту, короче, доплачивай, да? Скорее всего так. Ну. Плохо то, что организация не предоставляет своим работникам нужную спецодежду. Типа ты пришел на работу, и ты еще должен, блядь, покупать что-то. Что за хрень? Также, типа, по трудовому кодексу нельзя. Работодатель должен обеспечить рабочей одеждой. Ну, если, конечно, это не какой-нибудь частный строитель, там, я не знаю, еще что-то. Я, по-моему, вот где только не работал, только частники не давали форму. Так форма всегда была. Даже когда в магазе работал, штанишки, но выдали. Правда, хрен знает какого размера. Было дело, да, к этим продавцом, консультантом работал по этим строительным товарам. Бегали там, can I help you? Линолеум продавали разный. Каску давали на электростанции. А че не в форму? Тем более электростанция должны обеспечить тоже сотрудников, разве нет? Это дичь какая-то. Так, с этими хлопцами хрен бы с ним, да? ДНР, здорово. Защищаться от ДРГ. А что значит защищаться от ДРГ? Порохов спонсировал. Кто такой Порохов? Это вот на втором круге вообще эти черти не дают продохнуть. Ты их только такого. Ты их только убиваешь, они тут же обратно появляются. Тут же тебя забивает. Надо что-то делать. Порохов сказал, что хотел выпускать ее мобиль. Я, походу, вообще не в курсе ваших московских делишек. Что за ее мобиль? Это типа как этот, какого, Илон Маскова, то, что Илон Маск там экологически чистый электромобиль выпускал, типа того, только теперь ее мобиль. Может, блин, я допрыгну? Нет, я не допрыгиваю, твою мать. В случае нападения диверсионных групп. Я так понимаю, Рисага, ты типа что-то вроде инкассатора, да? Или что-то, или охрана какая? Да, причем вот таких вообще нельзя игнорить никак. Военных. Подожди, а разве у военных не должны обеспечивать государство? Военным же выдают квартиры, допустим. Почему ему не выдают бронежилеты? Это странно вообще. Да, блядь, ну чуть-чуть, а? Маскалад я тоже покупал. Но нет, это какой-то беспредел. Тебе хоть деньги, может, вернули за это все дело? Ну, типа, знаешь, такая есть херня, то что... на производстве, к примеру просто. Ты проходишь медкомиссию, тебе потом за это деньги возвращают. Ты, допустим, купил экипировку, там еще какую-нибудь, разгрузку ту же самую, масхалат. Тебе хлоп, потом обратно деньги вернули. Или ничего не возвращали.
попробуем их поигнорить. Нет. Так не получится. Я, кажется, немножко больше это колесо провернул. Я точно не уверен. Но времени вообще тут в обрез. Кстати, тоже собрались у нас на стрельбище, почуяли, что такое стрельба с песником по автомату. А то Call of Duty да Battlefield. Я бы вот себе какой-нибудь, знаешь, этот какой-нибудь бы лук приобрел или арбалет, там пострелять, позабавиться. Ну или пневмат на крайняк, знаешь, по бутылкам пострелять. Иногда забавно. Так чисто от нехер делать на природе. Ведь как вариант можно в этот тир сходить. Бля какой. И тут же по щам. А что ты такой буйный-то, товарищ? Чем бы его накуканить? Ля какой. Ну-ка давай. Я в ВТБ работал, у нас был чумной чел, мы были в контракт. Он с арбалетом на работу ходил. Уволить долго не могли. О, тихо. Все нормально, заколбасил. ДНС, добрый вечер, еще раз добрый вечер. В тир дорого, проще рассказать упражнения учебных стрельб и отстрелять 60 патронов. Но у нас тут боевого оружия не найдешь, естественно, так что только пневматом можно довольствоваться в тир. Тир у нас, кстати, недорого стоит. Если, по-моему, ты работник комбината, то по профсоюзному билетику, либо просто по пропуску, там тебя за копейки, там, типа, ну, рублей там 150 ты заплатишь, там, не знаю, за 200 выстрелов каких-нибудь. Недорого, короче. А, вот, Илюха говорит, что у нас вообще тир бесплатно. Я просто не был там, но хотелось бы сходить. Хотя бы попробовать, что это такое. У нас тут крупное стрельбище рядом. Там и купить оружие можно, и хоть застрелись. Даже ракетные установки есть для избранных. Какие нахрен ракетные установки? Ты чё там, на кого-то нападать собрался в этом стрельбище? Я бы еще, наверное, с дробаша бы пошмалял. Рисака это где? В смысле, кому вопрос адресован? Мне? Ай-яй-яй-яй. Сволочи. Мне со здорового мужика проходить? Не, нормально. Гранатометы и гранаты только плати. Хрен его знает. Я бы вот такие вещи, по-моему, не доверял. Мало ли что у тебя с кукухой. Сейчас начнешь гранатами шмалять. Я бы, кстати, вот дробаша бы пошмалял по этим, по тарелочкам. Я думаю, это забавно. Кстати, у нас еще этот, как его, ребята играют в пинбол. На бывшей швейной фабрике.
И там рубятся команда на команду. Алисака, он с Москвы. Он про Москву говорит. Бля, там сзади ползут, а я его достать не могу. О, нормально. Ну, кстати, даже если он меня уронит, то мне ничего за этого не будет. Мне на раз несет. Во! Сейчас мы это дело тут заторморозим. Давай. Чик. И погнали туда. Оп. И еще. И вот так. Нормас. А только вопрос. Как назад ли мне надо? Так, лысый, давай, не подведи. Да. Так, тут главное аккуратненько. Они тут сами морозятся. Тихо, пока эта штука выключена. Ништяк. Те, которые были сзади, явно ко мне не подойдут. И я сам успел тут проскочить. Так, давай последний. Ну, там вообще толпа. А вы что, ребята, бесконечно? Ну, полигон-то явно для стрельбы, стрельбище это находится где-нибудь за Москвой. Так, чтоб тихо. Так. Так, эту штуку надо выдергивать оттуда. Пока не знаю зачем, но точно надо. Вытаскивай. Эй, чё? Она застряла. Вот она чё. В пределах МКАДа? В пределах МКАДа можно пользоваться на стрельбище гранатами. Странно. Жесть. Я бы с корда пострелял. А что такое корд? Я не в курсе. Тут так стреляет постоянно, так что не особо напрягает. Ну там да, Москва это оно уже гетто. Вот у нас в Кировске такие вот товарищи бегают с оружием. Криминальный город. Я вот не знаю. Хорошо, я, короче говоря, отсюда спрыгнул. Форд, крупнокалиберный пулемет. Да, прикольно. Кабанчиков маленьких выпустить на поле. Тра-та-та. Прям вообще, чтобы всю делянку положить. Так, давай для начала сохранимся. Я вот вообще не помню. Зачем? Точнее, я вообще не прилагаю, зачем меня сюда притащили. Новых механик мне вроде никаких не давали. Стой. Корд станковый крупнокалиберный. Лол, там село положить можно вместе со зданием.
Не исключено. Ну а что, за ваши деньги, как говорится, можно и деревушку маленькую отстроить, и корт в руки, и потом расхерачить ее. Я думаю, знаешь, как у тебя стресс снимет просто. Будет забавно. Типа сразу же все нервные эти, как его, нервные всякие затыки мозговые сразу же уйдут. Это такой, фу, поймал дзен, пострелял. Так. Быстро отклоняйте влево и вправо. Зачем? Понятно, потому что меня заморозили. Кроме башки с замораживанием времени, в принципе, мне ничего такого-то и не дали. Чего уж там говорить? Можно этот, как его, услугу организовать у вас по МКАДам. Танк арендовать на полчасика. Просто пока какой-нибудь. Или БТР, я не знаю. Туда же корт можно пришпандорить. Покайфовать чисто. Русская версия, да? Может быть. Так, эту штуку я явно, наверное, отсюда не волоку, да? Вот вторая. Танк Копион с 200-300 миллиметровой пушкой арендовать. Ну да, типа того. И за бабами, короче. Чуть-чуть поднашвырялся на танк. И это, за тёлками. Соседнюю деревню. Пушка это так чисто для солидности пусть будет. А там уже на любителя. Какого она этого? Миллиметража. То ли там, да, Бентли, Бугатти, Феррари. Нахуй, пион с 203 миллиметра. Миллиметровой пушкой. Вот. Зато мощь какая. Я думаю, вопросы сразу будут у всех отпадать. Я не знаю, туда ли я иду. Нахрена я сюда иду вообще? Сохранение. Там несколько развилок. Подожди, а может быть тут я что-то забыл? Чем вот здесь дорога заканчивается? Вот, у вас, короче, тюльпан, да, 240 миллиметров. У вас мысли сходятся. С мужика с этого ничего не подобрать. Тут вообще какой-то тупик. Ну, не садоводы. Садоводы, они бы обсуждали, знаешь, там, ой, я сегодня пионы посадила, а я удобрение такое классное купила. Хоть на хлеб маш. Это вот садоводы разговаривают. Типа, а ко мне там в огород крот пробрался, я его там полдня ловил. Можно, оказывается. Можно вообще, как бы, просто на выбор. Все вообще. Обмундирование. Любую технику, короче. Даже из новых, там, чем там они. Запад сейчас пугает. Просто любое в аренду сдавать.
Так, а это получается, я внизу тут оказался. Зачем-то вот эти две штуки. Для чего? И эта хрень на место вернулась. Может быть, их надо вниз прямо утащить? Они типа наклонятся. Это ломается. Подожди, а теперь давай в обход, да? Я только сейчас заметил то, что я, когда туда, в другую сторону иду, я с другой стороны отбегаю. Ну-ка, давай туда сбегаем. Снова какой-то затык странный. Не очень очевидно, куда идти. Но в целом потом мне в эту дверь, где глаза хреначатся. Так, ну и чё? Ну вот повернул я эту штуку ниже. Ничего не поменялось. Может, 2 надо? Давай попробуем 2 поставить. Вот прям 2 вот эти вот кафа, я не знаю. Может, она действительно как-то перевернется, если она так вся раскачивается, хрустит, сыпется с нее всякое. Прям как с бабки. Заправска. Ну, действительно, эта хрень бахнется. Да, собирался. Нет, пока не сменил, пока там же. Пока без изменений. Пока тишина. Но хотя бы хорошие новости. У нас с июля месяца график меняет. Так что будет побольше видосов, стримов выходить. У нас типа выходных добавляется. Так что гуляй, рванина, свободные дни появятся. А то этот график день-ночь, цепной, выходной, вообще ничего не успеваешь. Во! Вот так вот и надо было. А сейчас мы нажулькой пнем. Будешь дневной? Нет. У меня будет 2 через 2 график. Типа 2 смены с утра, выходные. 2 ночные, а цепной 2 выходных. То есть ачивочку дали через колено. То есть я могу стримить перед 2 ночными стримами. Ну, перед 2 ночными сменами днем. Вот. Потом, после ночных, я могу, ну, если ничем особо не занят, то в течение 3 дней просто стримить. Каждый день, по вечерам, допустим. В утренние смены можно летсплей, допустим, выкладывать. Но если буду успевать записывать. Так что, чуть ли не ежедневно можно видосы пилить. Не самый офигенный график, это сутки 2. Я, кстати, по суткам никогда еще не работал, так что не могу сказать, насколько это клевый график.
Вот прям никогда не доводилось уходить на сутки на работу. Было дело то, что смены 2 подряд работал. Ну, типа, знаешь, там у нас какой-нибудь сменщик забухает. Типа, блядь, подожди, сейчас мы кого-нибудь найдем. И ты в итоге остаешься на 2 смены подряд. Ну и там отрабатываешь, допустим, 24 часа. Но это не совсем как бы суточный график. Мне некогда смотреть для обычных графиков 5/2. Ну, я прям ничего такого козырного в дневные стримы-то и не лобаю. Так, игрушки для себя прохожу. Самый-то топчик у нас вечерком идет. Я понимаю то, что... Ну, кстати, знаешь, у кого-нибудь сейчас же интернет доступен. На работах там и так далее. Кто-нибудь, может быть, на работе решит посмотреть, знаешь, за обедом. Почему бы нет? Ну, всяко вот этот график, который у нас с июля 1 числа будет, 2 через 2, он гораздо лучше, чем у нас сейчас. Я вот просто выспаться даже нормально не успеваю. У меня, по сути, один выходной, и мы так уже, сколько, лет 5, наверное, работаем. 5 или 6. У меня башка не успевает переключиться. То ночью ей спать надо, то на работу ходить. Ладно, когда еще, знаешь, такие смены еще лайтовые попадаются, когда там поспать ты можешь. А когда жопа какая на смене. Так. Что делать? Явно не это. Как каркалыгу свою прокачать, да? Технолог по обогащению полезных ископаемых. Конкретно машинист насосных установок. Что-то расхерачить надо, я не понимаю. Чемоданы. Ну там обезьяна какая-то сидит. Трепет он кабанчика. И скушает двуглавый. А как туда пройти-то? Что делать там? Вот она металлическая. Дверь тоже не работает. Вот она с Evil Group вообще работает, он это по удаленке, ему самый кайф. Из дома не выходишь, сидишь себе на работе, папочка. Стримы смотришь. Ну, кстати, вот у меня все хорошо, то, что город маленький, и до работы добраться пешком 15-20 минут. Автобусы ходят, опять же, которые сразу же тебя непосредственно на промплощадку доставляют. Кто-то вот, естественно, на своих машинах ездит. Еще удобней. Всем бы такую работу. Ну да, тем более зарплата в 400 косарей. Самое то. Блять, ну как туда попасть-то? Вот опять какую-то херню очевидную я не вижу. Так, эта штука меня вообще дамажит. Может, заморозить что-то надо? Нет. Серега, поточнее скажи, сколько у тебя зарплата в месяц?
чтобы кривотолки, так сказать, не вызывать. Я, может, что-то запамятовал. — 20 минут, 40 минимум я до работы хожу, это ты со мной на машине 10 минут едешь. Ну как это ты 40 минут идешь? Может быть, с работы ты идешь 40 минут? Я вот, допустим, за 25 минут дохожу до комбината. А раньше, когда мы были студенты молодые и проходили там практику, я засекал, мы за 12 минут, когда опоздали на практику, мы за 12 минут добежали до вертушки, конечной остановки. 12 минут. Торопились мы, конечно, прибежали туда, язык на плечо, но тем не менее выполнили, так сказать. 40 минут, это, я не знаю, тут, по-моему, за 40 минут можно дважды город туда и обратно обойти. Думаю, так. Подожди, может где-то здесь можно запрыгнуть? Нет. По корням он не... Нет, не лезет. Опять какая-то херня. У меня своей машины нет, у меня вот электрик, который в чате сейчас сидит, Илья. Вот он меня доводит. Мы с ним работаем вместе. Он дежурный электрик, я дежурный машинист. Блять. Вот опять какое-то не очень очевидное дерьмо. Че, надо страву поднимать? Мне сейчас лень. Завтра на работе посмотрим. Что значит страву? Может, надо вот эту шестеренку отмудохать? Нет. Как мне до него дойти? Это вот как с мужиком и вот этими потоками была загадка, это примерно то же самое. Может, положим на дверь этому мудок? Спорт, тот сеть, я там записывал в прошлом году походы на работу пешком. Просто берешь таймер, на часах включаешь или на телефоне, засекаешься, сколько ты доходишь. Без лишнего вот этого вот. Я вот когда пешком ходил, я без 27. Бывало в 35 минут. Где-то в 6:35, допустим, ну, утра, вечера, в принципе, не важно. В 6:35, в 6:40 я выходил, в 7:05, в 7:10 я уже в насосах. Шестеренки, говоришь, сломать? Давай попробуем. Да. Давай другую попробуем сломать.
Не достает он как-то. Трупак кинуть. Подожди, а там есть какой-то труп? Надо по потолкам глянуть. Может, какая падла висит. А, вот, подожди. Семен Семенович, я возле него бегаю, а он это... Ты бог войны? Ясон. Эта тварь схватила его. Все наши люди мертвы. Ясон. У него золотое руно. Ты должен спасти его. Руно — ключ к храму Медузы. Подожди, у нас же золотое руно было, когда был миф Геракла про Минотавра вроде. Или там нить какая-то была. Я, может, с Одиссеем путаю. Опа. Оторвали головку. Все, больше никого тут нет. Надо проверить. Чтобы нюансы не возникли. Так, ну я так понял, его надо как раз под шестеренки зашвырнуть, вот которые с шипами. Под вторую-то, наверное, он не это. А он с ним и не поднимется, потому что тут ступеньки. Сейчас, подожди, мужик, я помогу. Такой в развалочку походкой. Как за пивасиком. Я такой же походкой за пивасиком бегаю. Так, до свидули. Остановилась. Так, и чё? По идее, дверь должна, наверное, открыться, да? Тоже нет. Надо доломать их, или что? Ну, бля, лысый, вы сейчас меня доведете. Да? Надо просто было чуть-чуть побольше побить. А эти бить не надо. Так, ждем. Зеленку. Что-то постоянно у меня он пытается переключить на этот молоток. Он как бы мне не нужен. Все, у собаки сейчас будем отбирать золотое руно. Сам про нее имел в виду. Карманов у собаки я не вижу. Она у него в очке, что ли? Это был песок. Вспомнил анекдот. Судья грузина. Он говорит, спрашивает, судья спрашивает у него, зачем вы выебали 15 детей, которые играли спокойно в песочнице? Он такой, а зачем они песком кидались? И то же самое. Тихо. О, бля. А давай вот так вот. Заебись, он подкрепляет спокойно. Я, значит, его тут убьется. Так, и давай магию его. Не твой. Тихо, собаки. Бля, ну один удар остался. Собака-то жесткая. Так, ну
что, 4 декабря пешком на работу топал 30 минут 38 секунд. Из квартиры до раздевалки 2,6 километра и средний темп 11 минут 46 секунд. Вот смотри, у тебя как раз вот эти вот 30 минут, то есть 5 минут у тебя ты спускался по лестнице с квартиры и еще поднимался конкретно до раздевалки. До раздевалки тоже идти довольно-таки прилично. 5 декабря 30 минут, 35 минут 20 секунд. Ну вот, плюс-минус 5 минут, но тем не менее. До раздевалки тоже, пока по всем лестницам поднимешься, пока пешеходный переход через дорожные пути тоже перейдешь, тоже время. Пока до самой раздевалки тоже дойдешь, к лестнице туда-сюда. Пока вертушку пройдешь, которая, допустим, она в этот момент заглючила, пока ты в трубку дышал на алкоголь, вот тебе еще 2-3 минуты. Так что я говорю, 25 минут ты доходишь конкретно от дома. Я доходил конкретно до вертушки. А то, что там в ГОКе, пока ты пройдешь тест на алкоголь, пока ты поднимешься до раздевалки, пока со всеми по дороге, может быть, поздороваешься, вот тебе там может и все 15 минут быть. Так что все, как я говорил, 25 минут стандартно. А если поперек, то есть если от конечки идти до комбината, это если считать ГОК, ну, вдоль. А если поперек, ты город перейдешь на минут за 15-20. То есть, если ты проходишь город вдоль, то это занимает, ну, условно говоря, 25 минут, то поперек это минут 20. Вот и весь ковдор. Хуй до копейки 4 дома, блядь. Прям за эту падлу-то. Молдов. Все, я понял. Он мне заставки свои показывает. Первый раз торопился, то, что нарушал, то, что можно. По-моему, жизнь важнее, разве нет? Кстати, что любители, которые нарушают, они же подставляют не только себя, но и других участников дорожного движения. Так что та-та. Продуктивненько, да, по-моему, второй забег-то пошел. Ну, давай, иди сюда. Все, отходим. Вот чем клинки Кратоса клевые, то что они бьют на большом расстоянии. Прям можно вот этих сволочей держать дистанцию хорошо. Из-за комбо, которая, когда он делает комбо, он двигается в сторону противника. Это сокращает дистанцию. И ты можешь накосячить. В сторону, бля. Курок. Долго. Жопа боль. Я думаю, я его потом берсерка надо полную шкалу наколошматить и потом добить эту сволочь. Половинка быстро сгорит, а целый можно будет нормально ему надамажить. Главное вовремя уклоняться, скакать возле него как блоха. Большая задержка между перекатами идет. Хидетака бы такого не простил. Тихо.
Ждем. Я еще какой-то рычажок там вижу. Но я не знаю. Он, наверное, вот эту дверь просто открывает. Типа шорткат. Да, не поймаешь ты меня. Аккуратно. Главное не жадничать. 2-3 удара и хорош. А, зажал, падла. Тихо. Все нормально, он потихоньку отъедет. Ай-яй-яй, опять пожадничал. Не, он не попадает, он не успевает давай. А ты комбишь? Бехана. Опа. Подождем. Ах ты, сучка. Ну давай. Это много снимает атака. Можно, конечно, его на мужика пробовать, там, молниями, вот этими, там, вот, ну, короче, берсерком. Но есть вариант, что он тебя замочит раньше. Потом уже, наверное, когда жизни мало останется, можно берсерка врубить. Стой. О! Иди сюда. И языком выдрал. А я уже жду, пока там я буду нажимать 508 всяких моментов, там кнопок, а он просто вот подошел и вытащил то, что ему надо. Мы получили золотое руно. Ок. Позволяет отражать атаки противника, для этого нужно нажать L1. В смысле, а у меня до этого типа блок не работал, что ли? Золотое руно способно отклонить нацеленное в тебя оружие и обратить его против нападающих. Я понял, соблюдая тайминг, можно долбануть. Даже я хоть прям перед ней стою. И не попал. Но сюда куда-то лупит. Херак только. Люто. Но тут надо момент угадывать. Ай-яй-яй-яй. Так, ну по логике вещей, наверное, если она меня лучом своим зеленым замораживает, ну, превращает в камень, ёпта мать, вторая прискакала. Так, давайте-ка вот так вот мы сделаем. Уж очень долго с этими тетями ковыряться. Нахуй вы меня заморозили? Не угадали. Вовремя нажать, когда она зеленый луч на тебя пускает. Типа ты должен против него обратиться, разве нет? Пойдем.
Самые мудацкие мобы это вот гаргоны вот эти. И мужики, которые там как кроты под землей тусуются. Все, до свидули. Ща бы жизней. Надо будет сохраниться перед дверью этой. Так, не туда бегу вообще. А дверь там? По-моему, да. Да, дверь там. Только далековато, по-моему, отсюда вообще. Можно сократить. Ну, они как в основном делают-то? Они тебе по центру дают какую-то основную задачу. Допустим, дверь открыть. И по бокам делают какие-то длинные кишкообразные коридоры. С крутилками, загадками и так далее. И потом в итоге ты получаешь какой-нибудь там, я не знаю, очко Посейдона. Это очко Посейдона показываешь дверь, и дверь открывается в конце. Примерно так тут постоянно все работает. Нормально, пожалуйста. Сияющий властитель ачивка. Эх, эти штуки не разбить. Было бы забавно. Ну, наверное, разрушаемость будет побольше в третьей части. Кто такие? Их лучше разбить, пока они не вылезли. Иди сюда. А зеленые орбы — это у нас восстановление, замедление времени, которое работает только при определенных условиях, когда есть какие-то статуи. Насчет этих статуй вообще. Они только сюжетно как-то для решения головоломок появляются и все. О, я вспомнил, что это за чуваки. Точняк. Вот так. Этот там сам помер. От количества увечий. Жаль, дед не дожил. Он от радости бы помер. Бабушка, трансформер. О, а что, так можно было? Угу. Окей. Контролем, короче, жизни вместе с берсерком. Духа. Ярость титанов на Давай. Главное мелочевку раскидать. С этим жирничем потом.
Вот когда ты берсерк, у тебя дамаг лютый. Ты прям молодец. Вот эти чебуреков поел. Блять, это Минотавр, это уже давно кругом на башке ходит. Блять, я не успел. У нас еще крутилка в другой только часть экрана появляется. Утырки. Давай взорвем. Успею? Хуй там, я не успел. Давай, стычку надо это выиграть. Нормально, и похилился заодно. Второй вылез. Ты двое, что ли? Нет, один. Да, вот эти мобы вроде обычные, но если они тебя на комбо лупят, вот тебе хорошенько так прилетает. Такой жирный свин. Иди сюда. Я только сейчас заметил, то, что она накалывает на его же этот, как он, на его же топор или чем он там бегает. Просто когда ты весь в этом прожимании внимания, твое внимание сконцентрировано на прожатии определенных кнопок, вообще не видишь, что там происходит с этими товарищами. Все работает через очко Посейдон. Ну, в принципе, да. По крайней мере, у нас в России, по-моему, так и есть. Все работает через очко Посейдона или Зевса. И, возможно, даже простату Аида. Но это не точно. Он палку оторвал и слинял, да, от лифта. А лифт целый. Он со своей половины оторвал. Такой хитрый молодой человек. Два мелких моба чисто на закусон. У нас... Надо палку отобрать. Сюда вставить и с другой стороны подняться. Ведь так? Палку верни. Нет. О, проход. Да. Я же рассчитывал сейчас куда-нибудь. Вот, магии побольше. Я же думал сейчас куда-нибудь надо будет за этим челом писать, нет? Снова хер знает, что делать. Я не знаю, может у меня просто за сегодняшний день уже башка не работает. Я что-то не замечаю. Надо с той стороны подняться. Но палки нет. Ее этот мудила утащил.
Причем это очевидно так показали, что он прям с той стороны ее выдернул и удрал. Ну и там прохода никакого. Здесь его нет. Там получается ты спускаешься. И у тебя камера дальше не двигается вообще. Здесь центр нет. Что ты пропустил? Да, ничего. Ты лучше этот такого. Что там, как малой? Как он там в роддоме тусуется? Ничего не пропустил. Пару пизделок, да. Особенно. Сюжетного точно ничего нет. Это опять он идиотская загадка. По цепям он не лезет. Почему-то он вот это видит как уступ. Есть идея. Ну-ка вот так. Он залезет. Вот. Здесь уступ. Мелкий орет, хавает как не в себя, надеясь забрать их в пятницу. Ну, они сейчас будут орать и есть. Это нормально. По-моему, там сколько? Сегодня у нас среда. 3 дня, по-моему, и типа на выписку, если все без осложнений. Это, по-моему, если Кесарева делали, по-моему, неделю надо протусить-то. А так 3 дня, по-моему, и на выписку что тебя держать, если с собой все в порядке. Потом только приходить будет врач. Или сам ездишь. Что-то такое. По-моему, врач приходит, осматривает ребенка. Ну там типа как у него там все эти процессы детские происходят. Так, мне сюда не надо. Сейчас я сохранюсь. Надо наверх туда, к пилам. Сейчас будем по потолку опять ползать. Я говорю, что они в этой части добавили механику ползания по потолкам. Сейчас, короче, они будут ее пихать, где нужно и не нужно. Просто при любом этом, при любой возможности. Если в пятницу поедем толпой с фотографом, да, всеми прибамбасами. Ну, естественно, да. Там территория заповедника, охраняемая, тоже хрен попадешь. Но, слушай, у меня бывшая жена, когда рожала, ездила тоже в другой город, в роддом. Там белки носятся во все. Тоже нафотографировала там, как она белок кормит. А сейчас, кстати, этот, как его, белки и по городу у нас носиться стали. Раньше вообще не было. Сейчас он возле ДК прыгает. Видимо, в лесу жрать нечего, вот они прискакали сюда, в город. Да, не туда, да не туда. Так, я вот тут вот подожду. А скорее всего белки тогда не в головах старых рожениц, а у этого, у акушера, которые уже, знаешь, там отработали 30 лет. Навидали раскоряченных гнезд волосатых. Так, чтобы спрыгнуть с потолка, нажмите R1. Спасибо, Кэп. И отхилочка. Чик, теперь обратно, да? Мы сейчас как с пушки долбанем. Да, и это мной долбанул сейчас. Ваншот. Госконтора, там должности по наследству передается. Ну, может быть.
Просто не каждый, по-моему, захочет акушером работать. Надо бежать впереди, да? Впереди планеты всей. На твою мать. Судя по Поршам, на парковке можно акушер. И я не думаю, что у нас, допустим, даже в области где-то акушерки много получают. Может быть, в Москве, конечно, знаешь, там их ебет какой-нибудь богатый Буратино. Давай. И чего, куда? Эй, пустите. Кстати, у нас тут никто на Порше не катается. По крайней мере, в роддомах. Ну, точнее, роддом, в который я приезжал, я не видел там никого такого. А, клиника при президенте. Тогда понятно. Ёб твою мать, чуть-чуть задело. Я думаю, то, что кто на Порше гоняет, те, наверное, просто роду и даже и не принимают. Они, наверное, детей не видели ни разу. А, тут это надо было открывать быстро, короче, да? Давай быстрее, лысый. Так и сдохнуть можно. Все. Кто такие? Ты из загадки в загадку убегаешь. Да? Сюда тоже никак. Ну вот не зря эта штука с цепями, мне кажется, висит. Но, кстати, плохо. Мы не раз видели не совсем соответствие профпригодности, не считая золота на шее, но у нас середина во всем. Тогда, о, какие титьки обвисшие. Запахат на меня нападает. Джаджа Бинкс. Ну его так же надо, как этого. Как Тину херачить. Такие сиськи, Сергей. Можно посмотреть просто, если ты включаешь какой-нибудь порно со старыми бабками. Я вот геронтофилией не увлекаюсь, так что не знаю, не подскажу, где искать подобное. Блядь, это ваншот. Ну-ка, давай так. А у меня не может заморозить. Стой. Червяк уполз. А что надо? Да, быстрее. Не, ну рукава надо топовые, конечно, тоже. Я не спорю. Стрелять. Надо, короче, отразить вовремя подачу его, да? Ну давай.
Что-то надо сделать. Третьего удара-то надо родить красным. Из беременности все уже тоже надаю, выживаю на тысячу. В этом давно не видел у кого, надеюсь, скоро все изменится. Я тоже надеюсь. Во! И ни хрена не надо было отражать. Просто надо было чуть-чуть его добить. Ёбак жирный. Так. Надо срочно с него жизни выбивать. Оно достает. Блин, он ломанулся в другой конец комнаты, я аж хер заметил. Давай! Отцепляйся! Сколько раз можно его этими сиськами о пол приложить? Я так понял, 3, да? Блять, люто. Короче, все жизни, которые они восстановили, он почти, блядь, все и забрал. Наш ты вот ирак, блядь. Надеюсь, какой-то был хотя бы чекпоинт. Кстати, жене иногда выгодно отдавать ЗП, она на волне кризиса выгодных плат по 200% хорошо выгонатилась это. Но были бы лишние деньги, чтобы подобными вещами заниматься, я бы, может быть, что-нибудь это, под проценты бы положил. Ну, как бы это, такими квартплатами и ценами, как бы в долг работать не начать. А я-то сейчас так подох. Кстати, хер там с первой фазы его мочит. Вторая фаза, когда он на колоннах висит. А третья, когда начинает шарами швырять. Блять, он отойти даже не дает. Пошел нахер. Да, это типа медуза Горгона, только постаревшая. Это с этом. Медуза Горгона на пенсии. Но он лютый, он быстрый.
Вроде как верный, но этот какого. Он очень быстро атакует. По крайней мере, я что-то не могу прохавать его атаки дебильные. Особенно вот эти вот вещи. Он постоянно на площадь лупит. Атаки тоже он херачит вот этим хвостом. Как от него уйти, я понял. Блять, он всегда в тебя вываляет. О, сейчас немного хп прилетит. Причем дважды его надо так замастырить. Так, я потом попробую, когда он на третью фазу пойдет. Я попробую. Оп. Его молнией подамажить. Особо выбора другого нет. Блять. Где ХП селёки? Ну, они что-то как-то вылетают, но ХП можно получить только когда он висит на этой своей колонне. Надо учиться уходить от бара. Блять, он очень быстро дамажит, и всегда как бы он делает по 2 удара. Таких колесских. Бля, не. Сука, он тебя станет и тоже влупливает тебе по еблищу хвостом. И да, он еще к тому же, кстати, у него очень до хера хп, кстати. Пизда вообще. Во-во-во, и ползи туда, утырок. Так, давай. Постоянно дамажит. Так, с дропа к нему заходишь, он начинает этот. Вот, это что-то новенькое, по-моему. С дропа к нему заходишь, он тоже за хвостом начинает. Хвост у него самое такое. Основное, чем его можно замудохать. Блять. Волосами он вообще попал. Ты даже не замечаешь, как он замахивается. Уже идет хвостом удар. В какую бы ты сторону ни крутился, он обязательно в тебя попадет, потому что он по кругу бьет. Ёбички, блядь, вернул. Пиздец, 2 удара нахуй, у меня все, пол хп нет. Вообще пиздец, ты не... А, да, у меня там, блядь, еще потому что арена кончилась немножко.
Вот я думал, почему назад, блядь, не крутится. Дай пиздец. Все удары в меня летят. Нахуй пошел. Бей по соскам. Вали его на бок, ломай ему хуй. А какими воздушными атаками? Значит, просто манна кончится, пока я в него стреляю. По-моему, это единственная воздушная атака, которая есть. В прыжке, кстати, он может тебя застанить, и ты, по-моему, сразу же каменем падаешь насмерть. Можно попробовать? Блять, ну давай ссылку попробуем. Нашмалять этой падли. Что-то прилетело. Ну-ка, давай попробуем. Может, правда его удобнее с лука, блядь, ебашить? Все, пиздец. Ману нет. Так, ну чисто повезло. Когда он сдохнет? Эй, мистер. Не хотите немного отъехать? Ну-ка, давай так. О, иди сюда. Это 2 раза. Надо еще и третий как-то умудриться ему копить. Вот, когда он лечиться начинает. Завали ты. Быстрее, блядь. 100. Как он просто меня снес, я не знаю, пол хп за 2 удара. Или за 1,5 даже, я не знаю, я не заметил. Пиздец. Да, лук помог, по-моему. Ебаный в рот. Я без понятия, как это тогда я выжил. Так, все, назад. Давай, луком. Луком в эту жирную псину. Блять. Ты на колонну-то не хочешь залезть? Пиздец, он тебя руканит просто как с вышки на ней. Он так и будет, да, прыгать? Ну на. Вот так вот поменялось. Сейчас еще раз застанет. Ты задолбал. Не хотите ли вы немного откиснуть, молодой человек?
пизда, ни магии, ни хуя нету. И жизни своего духа. О, хоть что-то. Иди сюда. Первый раз. Печалька. Да, ну когда он так бесится, что-то вообще аж. Золотое руно позволяет отражать атаки противника. Чего там, блядь, я подсказку какую-то. Просто. Юля, привет. Да, хорошо, я постараюсь замочить эту жирную полочь. Ради всех цветы. О, второй раз откис. Иди сюда. Сиськи рукава его попортят. Ну все, он беситься начал. Вот сейчас бы берсерк, конечно, пригодился. Ну что, как-то надо подзаморозить, я не знаю. Покуха, Джексон. Я не достаю. Да, блядь. Каждый удар, блядь, прилетел. Вы что делаете-то? Подожди. Ну, какая-то дичь вообще. Ну и чё вот этот, блядь, ваш золотое руно? Чем оно помогает? А пиздюлит раньше времени? Квадрат. Треугольник. Круг. Ну. Давай. Давай, лысый, ты снова. Наконец-то. От Петрушка эту падлу жирную. Твою мать, вы получили голову Эвриалы. Спасибо. Голова Эвриалы. Чтобы применить голову Гаргоны, удерживайте L2. Ну, для выбора магии понятно. Кстати, поздновато, по-моему, эту магию дали. Симпатяшка какая на экране. Удерживайте L2 и квадрат, чтобы обратить врага на камень. Хорошо. Неужели? Нет, я не ювелир, Юль. Я уже 2-3 раза просрал. Ювелир проходит с первого раза на максимальной сложности. Но все равно спасибо. Пронесите в жертву 5 врагов, превратите их в камень с помощью взгляда Гаргона, затем разбейте на куски. Да и запросто. Я знаком, кстати, с этой механикой. Причем этой штукой обучили в первой части прямо с самого начала. А тут спустя, получается, 6 часов игры только дали. А что, мне всех 5 одновременно надо заморозить? Или по очереди достаточно? Пойдет. Больше ничего открыть не надо. Я думал, тут на самом деле какая-то загадка будет. Но на что это я надеялся с такой огромной ареной? Только носочные русские пиздячки. Храните игру. До следующего сохранения будет долго. Надо уже заканчивать стрим.
Я уже с 8 утра в играх сижу. Сначала в Зельду успел поиграть, потом записать летсплей по Герзе 2, и вот уже 4-й час стрима. Уже мозги не варят. Поэтому надо отдохнуть. Вам спасибо, ребята, за поддержку большое. Как говорится, заходите. Будете у нас на Колыме, заходите. Милости просим. Вот. Спасибо вам, правда, за поддержку. Всем огромное. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, лайки, комменты. Ну, да все знают. Чё я, кому я столько все время рассказываю. На кнопочки все умеют жать. Продуктивные, ну да, типа того. Я же я же хотел, чтобы завтра летсплей вышел еще, пока я на работе с утра. Вот. Так что завтра в 2 часа Герза. Но я ее записывал без вебки. Я ее для эксперимента решил только с микрофоном записать. Ну вот. Типа того. Кому интересно, гляньте. Завтра в 2 часа. Ну а послезавтра, как обычно, Зельда. Я думаю, Зельда там еще стримов на 10, наверное. Может быть, чуть-чуть поменьше. Вебка на любителя, а главное твои стримы. Ну, знаешь, я иногда стримы дам. Я иногда стримы слушаю. А не смотрю. Включаю, чтобы заснуть. Но не себя. Свои стримы не смотрю. Не пересматриваю. Нет такой привычки. Ладно, будем прощаться на этом. Всем удачи и пока.